Тысячи раненых в Германии. Худший сценарий начинает сбываться. Создание подземных медпунктов, укреплений точек связи. Военные срочно бьют тревогу. Впервые в истории страны. Эвакуация миллиона человек. Беда пришла откуда не ждали. Сметаются целые города. Такого в мире еще не было. Трамп отдал приказ на уничтожение. 2 судна ликвидированы в международных водах Тихого океана, а в НАТО признали крупнейшее поражение – вывод войск. Россия теряет целую военную базу из-за войны. Трампа публично освистали, а Лукашенко удивил белорусов. Об этих и других событиях к утру вторника, 11 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россия потеряла военную базу. Правда, украинские дроны к этому не имеют отношения. Создание объекта застопорилось из-за гражданской войны. Москва не сможет в ближайшее время открыть свою первую военно-морскую базу в Африке. Об этом заявил посол России в Судане Андрей Черновол, признав, что проект остановлен из-за продолжающегося вооруженного конфликта в стране. Речь идет о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане, который должен был стать первой российской базой в Африке со времен СССР. По соглашению 2020 года Россия могла разместить там до 4 кораблей, включая атомные, и до 300 военнослужащих, а также завозить оружие, боеприпасы и системы ПВО. Проект опирался на договоренности 2017 года с прежним суданским режимом Омара Аль-Башира. Но того свергли в 2019, а строительство застопорилось. Кремль и тут продемонстрировал высочайший уровень геополитической игры. Он то поддерживал повстанцев через вагнеровцев, то правительство. Несмотря на заявление Хартума в феврале текущего года о возобновлении проекта, война вновь поставила крест на планах Кремля. Если бы база заработала, Россия получила бы выход к Красному морю и контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому проходит около 10% мировой морской торговли. Но и тут у Кремля все пошло не по плану. Неожиданный поворот в деле подрыва северных потоков. Немецкие следователи считают, что диверсию на газопроводах провело элитное украинское подразделение, а руководил операцией лично Валерий Залужный. Об этом написал The Wall Street Journal. Бывший главком, а ныне посол Украины в Великобритании, оставил комментарий на публикацию под перепечаткой статьи на сайте «Украинской правды». Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно. Так генерал обыграл свою знаменитую фразу времен начала вторжения. «Нам еще будет трудно, но точно уже не будет стыдно». 20 дней вместо 5 лет. Апелляционный суд Парижа освободил Николя Саркози. Правда, бывшему президенту Франции тюремное заключение заменили судебным надзором с ношением электронного браслета. 70-летний политик провел за решеткой менее 3 недель из назначенных 5 лет. Суд посчитал, что нет риска сокрытия доказательств, давления или сговора. Экс-президент стал первым лидером Франции со времен Второй мировой, реально отправленным в тюрьму. Ранее суд в Париже признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры, бывший диктатор Ливии Муаммар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози около 50 миллионов евро. Во время недолгого пребывания за решеткой бывший президент, который до того был министром внутренних дел Франции, получал угрозы и питался одними йогуртами из-за недоверия к тюремной пище. А в ношении браслета у Саркози уже есть опыт. Ранее он отбывал год под домашним арестом по делу о коррупции и торговле влиянием. После серии скандалов власти Франции лишили его почетных наград и орденов. Худшее, что могло случиться, произошло. Доклад Бундесвера шокировал даже военных. Германия полностью не готова к возможной войне. Об этом сообщает Bild со ссылкой на внутренний отчет военных. В документе тревожное предупреждение. Немецкая медицинская система не выдержит масштабного конфликта. Ни больницы, ни аптеки, ни врачи. Никто не знает, что делать, если завтра начнется конфликт, в том числе с Россией. В худшем случае прогнозируется до 1000 раненых ежедневно, только среди военных. Эксперты предупреждают,
предупреждают о возможных атаках противника на больницы, нехватке медикаментов, донорской крови и перевязочных материалов. В написании отчета участвовали около 200 специалистов, включая военных и медиков. Они пришли к выводу, что цепочки поставок лекарств слишком уязвимы, а коммуникация между учреждениями хаотична. Даже список доступных врачей не согласован. Никто не знает, кто в резерве. Эксперты советуют укреплять больницы, защищать аптеки, создавать подземные медпункты и учить студентов лечить боевые ранения. Это первый такой доклад за всю историю ФРГ. И появился он не случайно на фоне заявлений НАТО о том, что Германия станет главным плацдармом Альянса в случае войны с Россией. Иностранные шпионы хотели украсть у Москвы технологии. Да-да, у России они все еще есть. И речь о технологиях производства систем С-400. Но за похищением стояли не ЦРУ, Ми-6 или Моссад. На этот раз следы ведут в Исламабад. Индийские СМИ связывают новый шпионский скандал с напряжением, годами сохраняющимся между Пакистаном и Индией. Нью-Дели закупил у России 5 дивизионов С-400 почти на $3,5 миллиарда и ведет переговоры о новых поставках. Поэтому Пакистан стремится получить доступ к российским технологиям, чтобы создать собственные аналоги или выявить уязвимые места этих систем, стоящих на вооружении Индии. Последняя вооруженная стычка между странами состоялась в мае. После обмена ударами стороны заявили о прекращении огня, но, похоже, война разведок между ними только начинается. Молодежь недовольна действиями властей. ФСБ отвечает глушилкой. В России назревает цифровой бунт. По данным ВЦИОМ, большинство молодых россиян выступили против блокировки иностранных соцсетей. Почти 70% скорее не поддерживают запреты, лишь 7% за. Не нравится зумерам и блокировка мессенджеров. Против 58%, одобряют только 5%. Люди жалуются, стало труднее работать, искать информацию и даже просто звонить родным. Россия тем временем готовится полностью отключить рубильник. С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право полностью отключать Рунет от мировой сети. В Госдуме уже заявили, что сделать это могут во время выборов, если власти сочтут, что вмешиваются из-за границы. За последние месяцы похожее недовольство молодого поколения цензурой в сетях привело к массовым протестам и даже смене правительств в ряде стран. Похоже, такого сценария побаиваются и российские власти. Как думаете, в России возможен непальский или мадагаскарский вариант, где руководителям пришлось покидать страну на вертолетах? Пишите в комментариях. Международные преступники на фронт. Иностранцев, подписавших контракт с российской армией, больше не будут выдавать другим странам, даже если их разыскивают по уголовным делам. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Совмине, 3 соответствующих законопроекта уже одобрены правительственной комиссией. После одобрения Думы иностранным бойцам разрешат оставаться в России даже при нарушении закона. Вместо депортации штраф или принудительные работы. Наемникам не тюрьма, а иммунитет и защита. Ведь они свои. На нефтяной карте мира очень тревожный сигнал для Москвы. «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших месторождений в мире. Речь об иракской западной Курне-2, сообщает Reuters. Причина – западные санкции, из-за которых Багдад заморозил все расчеты с компанией, включая оплату нефтью. По данным агентства, «Лукойл» уже официально уведомил Миннефти Ирака, работать дальше так невозможно. Если ситуация не изменится в течение полугода, компания выйдет из проекта. Это удар не только по корпорации, но и по нефтяному присутствию России на Ближнем Востоке. Запасы месторождения в Курне оцениваются в 14 миллиардов баррелей, а доля «Лукойла» составляет 75%. Хотя теперь уже, наверное, правильнее сказать, составляла. 1 миллион человек эвакуировали от супертайфуна, а целый город оказался стерт с лица земли. Фунвонг обрушился на Филиппины со скоростью до 230 км в час, лишив света почти 3 миллиона человек и вынудив более миллиона спасаться бегством. Густонаселенный район Лусон утонул в грязи и руинах. Есть погибшие и сотни раненых. Полиция патрулирует улицы, а спасатели вытаскивают людей на лодках. Это уже второй удар за месяц. Страна едва оправилась после тайфуна Калмаэги, унесшего жизни почти 200 человек. Шторм уже движется к Тайваню.
В это же время на юге Бразилии ад на земле. Торнадо мощностью до 250 км в час уничтожил 90% города Рио-Бонито-ду-Игуасу. 6 погибших, тысячи бездомных, техника расчищает руины. Чиновники говорят прямо, город придется строить заново. Планета будто сходит с ума, стихия идет по кругу, сметая все. Трамп отдал приказ на уничтожение. 2 скоростных судна были ликвидированы в международных водах Тихого океана по приказу президента США, сообщил министр войны страны Пит Хексет. По данным разведки, обе лодки принадлежали наркокартелям, которые в нынешней администрации принято именовать террористическими организациями. Оба удара пришлись точно по целям. На каждом судне находились по 3 предполагаемых наркодилера. Все они были уничтожены. Американские военные не пострадали. Хексет заявил, что при Трампе Вашингтон защищает родину и уничтожает тех, кто пытается причинить вред стране и ее народу. Самое позорное поражение НАТО, признание которого ждали 4 года. Бывший генсек Альянса Йенс Столтенберг публично признал, уход из Афганистана в 2021 стал крупнейшим поражением Альянса за всю историю. Это было крупнейшее поражение НАТО, но несмотря на все, уйти из Афганистана было правильным решением. Тогда кадры бегства войск из Кабула облетели весь мир. Америка теряла лицо, талибы возвращали власть, а 20 лет войны, тысячи жизней и триллионы долларов закончились ничем. Трамп назвал тот день самым позорным в истории США. А что бы вы назвали главным провалом НАТО в истории? Пишите в комментариях. Трампа освистали на стадионе. Впервые за 50 лет президент США услышал это лично. Во время матча по американскому футболу он вышел на поле, и стадион взорвался свистом. На трибунах звучали насмешки, пока Трамп стоял рядом со спикером Конгресса, сообщает Associated Press. Все технологии в прошлом, будущее стоит за бумагой. Лукашенко снова удивил. На фоне разговоров о цифровой экономике и IT-прорывах самопровозглашенный внезапно заявил. Что касается цифровизации, вот это, знаете, я бы как-то более общо это обозначил. Ну, не надо уже так сильно забегать вперед. И не надо нам все это переводить в цифры. Я уже некоторым говорю, ну, ребята, если вы не можете сохранить, ну, давайте на бумажных носителях, как когда-то было раньше, некоторые вещи будем определять. Ах, там персональные данные, номер телефона, еще что-то. Слушайте, у нас всегда были телефонные справочники. Там написан человек, адрес, номер телефона. Что мы уже так переживаем за эти телефоны? Лучше с собой не носите их. Не носите, 1000 раз говорил, у меня нет мобильного телефона, но я как-то живу. Живут же люди. Теперь батька цифровизации предлагает чиновникам меньше пользоваться смартфонами и сохранять проводные телефоны. Это точно на серверах в Канаде или в США не будет ваш разговор. Про серверы КГБ диктатор скромно не вспомнил. Может, пора голубиную почту возрождать? Как думаете? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.